Друзья, давайте сегодня с вами разберемся в очень интересной теме. Это характеристики нашего персонажа. Базовые характеристики, основные характеристики, второстепенные и дополнительные. На что они вообще влияют и как правильно распределять бонусы камней. А камни дают нам бонусы, как легендарные, так и обычные, по слотам своей легендарной экипировки. Друзья, устраивайтесь поудобней и всем приятного просмотра. И, друзья, на самом деле это очень интересная тема, по которой я получал вопросы и комментарии как на YouTube, так и в телеграм-канале DI Tools. У меня есть телеграм-канал по Diablo Immortal, обязательно подпишитесь на него, потому что там уже сформировалось сообщество достаточно опытных игроков, которые делятся и механиками, и советами, и своим опытом, что очень интересно пообщаться с единомышленниками. Если вы еще не подписаны, обязательно подпишитесь. Ну, давайте сначала разберемся с характеристиками. Смотрите, есть легендарное снаряжение сетовое, которое дает нам бонусы в зависимости от количества предметов, которые мы собираем. И у меня используется на моем домашнем билде 4 предмета Витху и 4 предмета семена посеянного золота. Они дают определенный бонус. Речь не об этом. И также у нас есть 8 слотов для легендарного снаряжения. И в легендарное снаряжение мы вставляем легендарные камни, а в сетовые комплекты мы вставляем обычные камни, которые мы получаем из открытого мира. И если мы посмотрим характеристики нашего персонажа, то мы увидим базовые характеристики. Основные характеристики — это сила, интеллект, стойкость, живучесть и сила воли, которые дает нам экипировка, которую мы вешаем на нашего персонажа. И также каждая единица силы, стойкости дает бонусы к второстепенным характеристикам. Если мы посмотрим вкладочку «Еще характеристики», мы как раз увидим наши второстепенные характеристики. Ну и далее идут дополнительные характеристики, которые у нас идут с магических свойств и с аффиксов экипировки. Система на самом деле очень простая. Вот если мы с вами выберем вот этот пояс, то он нам дает базовую характеристику здоровья, основные характеристики стойкость, живучесть и сила воли, которые превращаются во второстепенные характеристики. Как это происходит, можно на каждую нажать из этих характеристик и увидеть, что стойкость у нас укрепляет 884 единицы стойкости, броню укрепляет на 88 и усиливает пробивание брони. Это те второстепенные характеристики, которые так важны в PvP, друзья. Ну и дополнительные аффиксы, бонусы, это магические характеристики, они как раз попадают вот сюда, вот в наши дополнительные характеристики. И обратите внимание, что камни, которые мы вставляем в наши предметы экипировки, любые камни, как легендарные, так и обычные, они влияют только на основную характеристику нашего героя. Вот, например, смотрите, мы вставили в этот пояс 3 камня. У нас здесь рубин, турмалин и рубин. И они нам дают бонус 66% к базовой характеристике. Чтобы посмотреть, как это вообще работает, можно нажать вот на эту иконочку рядом с изображением нашего пояса и посмотреть, что этот предмет экипировки дает базовую характеристику 9500. Обработка самоцветов, которые мы туда вставили, дает 6300. Это как раз вот эти 60 сколько-то там процентов. И бонус легендарного самоцвета. Друзья, что это вообще такое? Дает еще нам какой огромный буст. 14243. И все тут очень просто, друзья. Бонус легендарного самоцвета — это наш резонанс. Обратите внимание, наш резонанс, он у меня 2973, увеличивает базовые характеристики снаряжения на 148,65%. И давайте считать, друзья. Выбираем снова этот пояс, выбираем, что дают нам, из чего складываются вот эти характеристики, и открываем калькулятор. Теперь смотрите, у нас бонус легендарного самоцвета, то есть резонанса, 14243. Давайте эти 14243 поделим на базовую характеристику предмета, это 9582. 9582. И что мы получим, друзья? Мы получим
1,4864. Как раз 148,65, по-моему, у меня там было увеличение базовых характеристик за счет резонанса. Так вот, бонус легендарного самоцвета — это как раз резонанс. Тот бонус, который дает нам резонанс. Поэтому каждый раз, повышая резонанс, мы повышаем базовую характеристику каждого из наших предметов экипировки. И, друзья, давайте теперь разберемся, почему важно вставлять свои обычные самоцветы в правильные гнезда и в правильные предметы экипировки. Для этого мы обратимся к нашему инвентарю и посмотрим, какой из предметов экипировки какой имеет базовый бонус, базовую характеристику. Если мы нажмем на наш талисман, мы увидим, что он дает базовую характеристику нашу здоровье. Пояс — то же самое. Сапоги наши тоже здоровье, кольца — здоровье, и браслеты только здоровье. То есть каждый раз, когда мы вставляем туда обычные самоцветы, они дают, в зависимости от прокачки, бонус, мы увеличиваем только здоровье, друзья. Из этого как раз и складывается мое здоровье, которое сейчас составляет 490 765. Но что интересно, только один предмет экипировки — это наручни, да, вот эти перчатки дают, друзья, урон. Именно поэтому, чтобы максимально увеличить эту характеристику, а вы видите, что я использую, в зависимости от вставленных туда камней, я собрал в этих наручнях самые прокачанные свои желтые камни, я получил бонус, по-моему, 66% или 69% к характеристике, он мне дал дополнительный урон 598. И в результате у меня урон от этого предмета экипировки 2753. Как это проверить? Надо подойти к подмастерью ювелира и нажать на этот предмет экипировки и увидеть, что здесь у нас бонус 69% к обработке. И, кстати, можно об этом бонусе почитать даже. У нас цитрин дает 7 уровня 21% бонуса, цитрин 8 уровня 24%, и второй топаз 8 уровня у нас дает тоже 24%, в сумме это 69%. То есть у меня еще на 69% больше урон именно с этого предмета экипировки. Именно поэтому, друзья, если у вас урон на перчатках, то, конечно же, в эти слоты нужно вставлять самые прокачанные камни из других предметов, иначе у вас будет просто перекос в здоровье. Но каждый выбирает на самом деле то, что нужно его персонажу. Если вам нужно больше здоровья, то, конечно же, максимально прокачанные камни вставляйте здоровье. Но, видите, у меня всего один предмет с уроном. И, кстати, напишите в комментариях, есть ли в предметы экипировки еще с уроном. Но сколько я не собирал, я не видел никакого из предметов экипировки, кроме наручней, с базовой характеристикой урон. И тут, друзья, интересный момент. Вы видите, что моя экипировка имеет максимальное количество слотов на каждом из легендарных предметов. Очень важно, чтобы ваш герой был максимально прокачанным, использовать легендарные предметы из этого комплекта, конечно, с максимальным количеством слотов, потому что помимо бонусов к второстепенным характеристикам вы получите и больший бонус к базовой характеристики. Если у вас, например, эти перчатки будут без одного слота, там будет всего 2 слота, ну, тогда у вас урон будет значительно ниже. Это очень важно, поэтому ищите экипировку. Даже если у нее какие-то не очень крутые свойства, вы пока не нашли прям мета-предмет экипировки, то используйте обязательно с 3 слотами. Это будет более правильно, чем использовать с 2 слотами, но, например, там с сопротивлением более высоким или с какими-то характеристиками более высокими. В общем, следите, чтобы у вас было всегда максимальное количество слотов, потому что все эти камни, вставленные в наши сетовые комплекты, влияют, друзья, на наши второстепенные характеристики: броню, пробивание брони, мощь и сопротивление. Вы видите, эти характеристики
как прокачаны на моем персонаже, за которого я играю ровно 2 года. И у меня броня, пробивание брони в районе 5000 и 4,5 на мощи сопротивления. Но в моем PvP билде, конечно же, там немножечко другое распределение и больше идет на мощи сопротивления, потому что я много использую виток. Это вот этот вот легендарный камень, который как раз активируется за счет негативных свойств, друзья. И обратите внимание, что на каждой из этих характеристик броня, пробивание брони, вы можете почитать, какие свойства оно дает. Ну, конкретно броня увеличивает блокировку урона. И вы видите, что для моего уровня сложности, для открытого мира, она слишком высокая, на 1200 очков выше, и уменьшает урон всего на 17%. В каком-то из роликов, друзья, если я его найду, я выведу его на экран, я подробно описывал, как работают второстепенные характеристики. Но смысл в том, что если вы играете в большей степени в PvE, бегаете по открытому миру, то превышение вашей второстепенной характеристики больше, чем на 500 от рекомендуемого для этого уровня сложности, на котором вы играете, нет никакого в этом смысла, потому что бонус 17% будет превращаться, если еще я на 1000 увеличу, только в 18%. То есть максимальный, практически максимальный бонус вы получите, если превышаете на 500, но если выше, он будет очень сильно снижаться, этот бонус. Это примерно так же работает, как и наш прогресс в игре Diablo Immortal. То есть мы доходим до уровня сервера, и чем дальше мы от уровня сервера уходим, тем больше мы получаем штрафа с получаемым опытом. Иначе бы все фармили 24/7/365 и уже были бы просто в небесах, друзья. Поэтому следите за этим, балансируйте свои второстепенные характеристики в зависимости от того, каким образом атакует или вообще какая у вас механика игры. Она у всех разная. Посоветовать что-то для определенного класса можно, для определенного билда тоже можно, но все эти паттерны, все эти билды, они совершенно разные. И кому-то важна мощь, а кому-то важно пробивание брони. Друзья, здесь все индивидуально в зависимости от класса и вашего стиля игры. Но для, конечно, открытого мира этих характеристик мне просто за глаза. Именно поэтому мне легко даются все PvE, весь PvE-контент мне дается очень просто. Но давайте с вами разберемся теперь с легендарными предметами экипировки, куда мы вставляем наши легендарные камни, друзья, и из чего формируется их бонус. Обратите внимание, что базовые характеристики у нас только урон и здоровье. И на шлеме у меня урон, на нагрудном доспехе здоровье, на плечах урон, здоровье на штанах, также у меня на стойках оружия только урон. И здесь есть очень интересный момент. Вы видите, что у нас 2 стойки оружия. Что это значит, друзья? Это значит, что мы можем выбрать как стойку атаки или стойку точности, и она дает определенный бонус в зависимости от класса, естественно. Вот конкретно я охотник на демонов, она мне дает увеличение вероятности критического удара на 10% для основной атаки. А также есть у нас стойка скорости или стойка ловкости. Если мы переключимся в эту стойку, то мы получим бонус к скорости передвижения. Но я в основном играю как раз в стойке точности, потому что в стойке точности камень призрачный виток дает максимальный урон, а в стойке как раз ловкости он дает уменьшение урона. Мне важен урон на максимальном дамажном билде, я играю в стойке точности. И, друзья, обратите внимание, что так как у нас так много стоек с оружием и вообще много оружия в нашей экипировке, то базовый бонус этих предметов умножается на 0,6. Мы только используем 60% от основного бонуса. Вот базовый бонус этого пронзающего клыка складывается из следующего. У нас базовая характеристика 1724, потому что в сумме все характеристики дают 2774, но мы используем только 60%, потому что у нас 2 стойки. И из каждого из этих предметов мы используем только 60% бонуса. Но это тоже очень хорошо, друзья, потому что у нас в 2 раза больше оружия, а
бонус дается с коэффициентом 0,6, а не 0,5, что очень здорово. Ну и у нас здесь еще есть бонус руны. Это тоже очень интересный момент, потому что если мы посмотрим базовые характеристики предмета, вставленные руны у меня повышаются на 6, а вы знаете, что руны, они имеют определенный уровень, желтые дают плюс 6, оранжевые уже плюс 8, потом там плюс 9 легендарные и плюс 10. И у меня, по-моему, есть только одна легендарная руна в штанах, которая дает базовые характеристики предмета, увеличивает их на 8%. И если мы посмотрим вот эти штаны, здесь никакого штрафа нет, потому что у нас штаны только одни у героя, и было бы странно, если бы их было несколько. Это, кстати, отличная идея для разработчиков. Мы добавили еще 2 оружия, ну давайте добавим еще одни штаны, чтобы быстро переключаться между, например, сущностями. Тебе нужен максимальный урон или тебе нужен избегать контроль. Да, очень интересная идея, друзья. Ну давайте не будем отвлекаться. В общем, на штанах базовые характеристики 9500, бонус руны как раз 8% от этих 9500 766 и бонус легендарного самоцвета 148,65%, тоже от 9500 14. В сумме это 24591, которые и попадают нам вот сюда, друзья. Вот таким вот образом мы формируем все наши базовые характеристики: урон и здоровье, друзья. И из камней, и из каждых легендарных характеристик основных у нас формируется из стойкости броня, пробивание брони, из живучести у нас формируется здоровье, а из силы воли у нас формируется мощь и сопротивление. Но также у нас есть характеристика сила, и если я ее найду сейчас, я вам покажу, из нее формируется урон наш, друзья. И вот эти вот второстепенные характеристики, они как раз отображаются вот здесь. Их можно разными способами качать, также через святилище Ибн Фахда, и у меня есть подробный ролик, который рассказывает эту механику. Но я надеюсь, что самое главное объяснить вам, из чего формируются вот эти вот характеристики, что такое базовые характеристики предмета, что такое основные характеристики предмета, что такое второстепенные характеристики и дополнительные, я смог. Друзья, пишите в комментариях, если что-то хотите дополнить, потому что все ваши комментарии помогают и мне лучше разбираться в игре. Но в общем и целом это будет хороший гайд для новичков, для того, чтобы понимать всю механику, как формируются ваши характеристики и на что обращать внимание, чтобы повышать характеристики ваших персонажей и легче играть, получать больше удовольствия. Друзья, обязательно подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны, поставьте лайк, если видео оказалось вам полезным. И, конечно же, мы увидимся с вами в следующем видео.